Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя, вы на канале Счастье в нас самих, где вы можете найти ответы на любые вопросы, инструменты для улучшения всех сфер жизни, ну а также практики настроя, ритуалы, медитации для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Единственное, что помните, это ваш выбор, ваша жизнь. Это ваш выбор. Для некоторых это осознанный, ну а для большинства неосознанный. Ведь все, что с вами происходит, вы притягивали и притягиваете при помощи своих мыслей, эмоций и действий. Измените мысли, эмоции и действия, отношение к ситуациям, отношение к людям и, соответственно, по закону притяжения вы измените и свою жизнь. Но и я повторяю это постоянно, не один раз. Сегодня, наверное, это уже будет третий раз. Все в ваших руках. Выбор только ваш. Сегодня, как и каждую неделю, основное на неделе. Сейчас стихия вода, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Ну и не забывайте про асцендент. Асцендент влияет на ваше состояние и, соответственно, влияет на ваши мысли, эмоции, действия, значит, влияет на вашу жизнь. Поэтому я всегда советую смотреть свой знак зодиака и знак зодиака своего асцендента. Асцендент очень легко вычислить. На просторах интернета большое количество страничек, где вы заходите, в поисковик заводите асцендент, на сайте вы вводите свою дату рождения и место рождения, ну, если знаете время, и, соответственно, одним нажатием кнопки вам выдается ваш асцендент. Все очень легко. Ну и, как всегда, в конце видео 3 карты на исполнение желаний. Желаний много не бывает. Ну а сейчас сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Вы уже знаете, что улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну и, как всегда, начинаю я с первого знака зодиака. Это раки. Надеюсь, все улыбаются. Давайте посмотрим, на что обратить внимание ракам в ближайшую неделю. Первое, что могу сказать, обратите внимание на ваше состояние, обратите внимание на вашу уверенность, доверие. Тут карта говорит о том, что не совсем вы будете доверять себе и доверять окружающим. Есть у вас на это причины или нет? По этой карте, скорее всего, нет. Это именно ваше отношение к себе, и вы, не осознавая это, транслируете это в мир. Поэтому смотрите, что делать, как делать. Все-таки включайте больше анализа. Тут взрывоопасная смесь именно вашего состояния может вам помешать. Также, если для некоторых это может проиграться как получение новостей, ответов на ваши вопросы. Тут не глобальные вопросы по этой карте, но вопросы, интересующие вас, можно сказать, на каждодневной основе, и получите ответ. Также еще что это может означать карта, как она может проиграться, это новости, известия, а может быть даже и визит ваших детей. Это в основном касается тех, у кого дети уже не живут с вами, уже более взрослые. Это и может быть как мальчики, так и
Девочки, вот основное, самое яркое на неделе. Скорпионы. Для скорпионов эта неделя может начаться, эта неделя может быть началом, действительно глобальных перемен, которые, может быть, выведут вас из зоны комфорта, и в самом начале, вот когда эти перемены только начнутся, вы даже немножко испугаетесь. Не пугайтесь, все, что будет происходить, это расширение ваших возможностей, расширение, когда человек работает над собой, говорят, что расширяется сознание. Тут я могу сказать для тех, кто, работает над собой, мои дорогие скорпионы, вы уже почувствуете изменения в своих состояниях и в своих подходах к людям, к ситуациям, к событиям, к вещам. А для тех, кто не работает над собой, могу сказать, что это будут перемены, притянутые вашими усилиями, вашими трудами и вашими действиями. Тут еще возможно планирование от отпусков, и могу сказать же, сейчас в конце октября уже подходят скорпиончики со своими днями рождения. Сейчас пока еще весы. Еще раз поздравляю весов с днем рождения. Это, правда, скорее всего, это видео смотрят только те, если кто-то весы, то это видео смотрят те, у кого асцендент в воде. А я еще раз поздравлю, когда буду делать расклад для стихии воздух. Поэтому принимайте перемены, они обусловлены именно вашими действиями, и не бойтесь. Самое главное, ничего не бояться. Все, что будет происходить на улучшение, для улучшения. Только так, а не иначе. Настройте себя на страх и, соответственно, то, чего вы боитесь, и со временем будет происходить. Помните об этом. Что излучаем, то и получаем. И рыбки, давайте же посмотрим, что же у нас у рыбок важно на неделе. Встречи. Ждет очень много встреч, много общения в ближайшую неделю. Решений в ближайшую неделю принимать не будете, практически никаких. Будете готовиться к чему-то при помощи встреч. Что это значит? Это значит, что если идет подготовка на работе к чему-то, или вы выполняете какой-то проект на работе, большое количество встреч, общения с людьми принесет вам информацию, которую вы будете использовать для выполнения вашего проекта. Не вижу еще к концу недели завершения проекта. Это что-то более длительное, чем 1 неделя, даже если вы начали его до недели, которую мы обсуждаем. Но вижу, что будете именно, используя общение с людьми, получать информацию для проекта. Для межличностных отношений будут и романтические встречи. Тут, знаете, всегда говорят, что 2 человека танцуют танго. 1 человек танго не танцует. Поэтому здесь что получается, что для улучшения, для изменений важна работа и усилия обеих сторон. Помните об этом. И, соответственно, действуйте, если нужны какие-то перемены, если хотите каких-то перемен. Помните, что действовать должны обе стороны.
компромисс должен присутствовать, ну и, конечно, конструктивный диалог. И это не обязательно ссоры или конфликты, это может быть что-то рутинное тоже. Ну и совет общий для стихии вода, на что же обратить внимание. Смотрим, обратите внимание на то, что все может происходить не так быстро, как вам хотелось бы, более плавно, с одной стороны. С другой стороны, есть вещи, в которых вы не уверены, и, соответственно, раз вы не уверены, нужна будет пауза для того, чтобы понять и решить, что же правильно, что же неправильно, опираясь на опыт, опираясь на знания. Это в основном будет касаться работы, карьеры, бизнеса. Ну и если интересует здоровье, значит, нужна пауза для того, чтобы набраться сил для выздоровления. Еще, если у кого-то, мои дорогие, происходит что-то в отношениях, эта пауза нужна вам обоим. Вот тут, особенно для рыбок, я вижу вот насчет отношений. И, соответственно, если происходит какая-то пауза, примите ее как данность, она нужна обеим сторонам. Вот такая неделя идет. А сейчас давайте мы посмотрим. Я не люблю, когда вверх ногами колода, поэтому проверила. Я использую только положение вертикальное. Ну что, загадывайте ваши желания. Как я всегда говорю, желаний много не бывает. Помните про формулировку. И мы посмотрим, что же посоветует нам оракул для исполнения желаний. А может быть, скажет просто твердое «да». Вы знаете всегда, что нет. Есть карта «нет», но это значит, что надо просто пересмотреть какие-то моменты и, соответственно, поменять стратегию, чтобы «нет» стало твердым «да». Никогда не принимайте «нет» как ответ. Всегда ищите пути, чтобы это было «да». Это не только желаний касается, это касается жизни. Ну что, раки, смотрим. Все в ваших руках. Тут действительно все в ваших руках. Уверенность, доверие и ваше желание исполниться. Скорпионы. Да, вот это то, о чем я говорю. Перемены, которые будут происходить, приведут к исполнению желаний. И карта говорит о том, что ваше желание точно исполнится. Принимайте, ощущайте, предвкушайте. Это очень важно. Очень важно именно своими ощущениями, своими эмоциями, своими мыслями и чувствами доказывать себе, что желание уже в ваших руках. Да, я знаю, что некоторые говорят, это же самообман. Так вот, вот этот самообман, ведь подсознанию абсолютно все равно, есть это или нет. Подсознание действует на ваши мысли, на ваши эмоции. Поэтому если вы включите искусственно мысли, эмоции, чувства, что желание уже в руках, вы увидите через какое-то время, что да, желание уже начало исполняться или исполнится неожиданно. Практически всегда исполнение идет неожиданно. Рыбки, смотрим. Ищите знак. Позитив тоже, видимо, первое, что я увидела, это позитив. И ищите знаки. Ищите знаки, значит, смотрите, что вам, какие подсказки дает вам Вселенная, высшие силы. Иногда вот словами других людей и приходят подсказки тоже. И, соответственно, ваше желание тоже исполняется.
Ну что, мои дорогие, я в свою очередь желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, исполнения желаний и, конечно же, мира. Всего самого-самого лучшего. С вами была Женя. Увидимся завтра. Люблю вас, мои дорогие. Пока.